Всем привет! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Кристина. А меня зовут Анастасия. Анастасия, да, сегодня у меня в гостях, потому что сегодня мы вместе решили сходить в музей. Да, совершить экскурсию. Да, в Петербурге так много музеев. Это не только Эрмитаж и Русский музей. Сколько музеев? Там какие-то цифры? Очень много. Очень много, на самом деле, музеев. Да. И сегодня у нас не только в Петербурге, вообще в других городах, в Архангельске, например, тоже Ночь музеев. Да, сегодня у нас Ночь музеев. Это значит, что всю ночь до 5 или до 6? До 6, да. До 6 утра музеи будут работать. Но не все музеи, а там список 80, по-моему, музеев. Их очень много. Я вчера на сайте выбирала, смотрела. И можно идти в эти музеи ночью. То есть один раз в году можно вот так вот побывать в музее ночью. Да, очень необычное расписание. Но мы пошли вечером, мы решили ночью не ходить. Мы уже, да, не готовы. Хочется, да, спать ночью. И мы побывали в 2 музеях, в которых до этого не были. Ты ведь не была, да, тоже в академии? Да, первый раз. Вот. Академия художеств. Академия художеств, да, это музей художественный. Там... На самом деле там такое ощущение, что ты находишься не в России, а в Италии. Нам рассказывали много интересного, но достаточно быстро. Мне кажется, там просто каждый час новая группа. И экскурсовод, мне кажется, она старалась немножко так быстрее говорить и меньше информации дать. Мне так кажется. Я думаю, что я бы потом вернулась еще раз в этот музей уже с нормальной экскурсией, не в Ночь музеев, когда много людей, такой ажиотаж везде, а в другой день. Да, в этом специфика Ночи музеев, потому что... Много людей, да, все хотят вот здесь быть, потому что это ночью и дешевле, да, кстати? Да, дешево. Например, мы заплатили за 3 музея, мы планировали пойти в 3, а посетили 2, потому что один, да, мы посетили 1 и 3, 2 оказался очень далеко. Да, 2 мы прогуляли в кафе. Да, потому что, да, мы немножко логистику не подрасчитали. Маршрут, да, не рассчитали. Да, не логистику, маршрут. Что я? Нелогично, да, в общем, нелогично построили наш маршрут сегодняшний. Маршрут был нелогичный. Но вот получается, 2 музей, в котором мы были, музей железных дорог, да, он на самом деле даже более как-то... Потому что все понятно, вот поезда, вот мы ездим на поездах, вот есть разные виды, типы, вот старые, вот уже более современные. И что больше всего понравилось мне, это вот эта такая медитативная, это как видео, да, наверное, инсталляция, можно сказать, где показывали виды из окна, ну как бы, как мультфильм, как виды из окна поезда, разные виды России. Это просто как и под музыку. Как будто едешь в поезде и смотришь в окно. Ты сняла, да, чуть-чуть? Да, чтобы показать. Это было прям классно. Такое. А мне очень понравился вагон-ресторан. Да, тоже круто. Этот звук, как будто бы ты на самом деле в поезде, но это просто такой ресторан. Оформлен, сделан весь интерьер, как будто ты на самом деле в поезде. Да, еще нам показалось, что какой-то запах добавили. Такой, как будто тоже на платформе, да, где-то в поезде. Запах поезда, вот реально. Может, там какие-то духи, может быть, нам показалось. У меня просто немного рукав. Давай, я подержу. Вот. Настя будет держать. О чем мы еще хотели сказать? Вообще, я хотела еще вот что сказать, очень важный момент. Сейчас май 2021 года, и мы в России на самом деле очень, так скажем, нам повезло, наверное, что мы в России, у нас все работает, в отличие от многих других стран. Все мои студенты, с которыми я общаюсь по скайпу, и они из разных стран говорят мне, что у них работает, что не работает. И, по-моему, ни у кого... Нормально ты держишь? Не знаю. По-моему, ни у кого ничего не работает, к сожалению. Никакие музеи, никакие галереи не открыты. Все закрыто, поэтому я считаю, что нам очень повезло. Это важно осознать и понять, что... Как круто, что мы здесь. В общем, да, я хотела сказать просто, что я очень рада, что у нас работает это все, и очень здорово, что у нас есть возможность походить сейчас в музей. Так что в музеи. Я очень рада, что у нас есть возможность ходить в музеи. Надеюсь, и границы тоже скоро откроют, и вы сможете приехать
в Петербург и посетить множество музеев, Да, которые здесь есть. приезжайте и пойдем в музеи вместе. А пускай в комментариях напишут, есть ли у них ночь музеев в их Да, стране. есть ли в вашей стране ночь музеев и Это какие- международная такая штука, это международная. Все ходите в музей, как только они откроются. Все. Пока-пока. Пока. До новых встреч. Да, тяжело держать.